предлагаю вам гадание на вашу новую любовь. Какой она будет, какие чувства будут между вами и вашим избранником, к чему приведут вас эти новые отношения. А также, и самое главное, мы с картами Таро попробуем ответить на вопрос, когда же это счастливое событие случится. Но для начала вам нужно выбрать один из трех вариантов гаданий. Одну из этих прекрасных колод Таро. Пожалуйста, выбирайте. Первый вариант, второй и третий. Это важно. Раз, два, три. Я подожду. Итак, если вы выбрали первый вариант, то вам достались карты с котиками, кошачий глаз. Называются эти карты красивые, честные. Итак, наши вопросы к картам такие. Мы хотим слышать послание от высших сил на тему вашей новой любви. Вы готовы? Итак, начинаем. Все должно быть очень-очень хорошо, потому что и карты вы выбрали добрые, и время такое для гаданий подходящее. Так. И не скажу, что здесь все уж совсем спокойно и благополучно. Мне кажется, что есть риски определенные в этой любовной истории, да, видны эти риски, но все равно мы разберемся. Так. Итак, в целом про вашу любовь. Новую, какой она будет, что говорят карты? Ну, она будет сильная, во-первых, сильное физическое притяжение будет. Эти две карты есть про страсть и про очень хорошую физическую совместимость между людьми. Это карта сила и девятка кубков. Они обе обозначают торжество, ну, в общем, довольно простых чувств. То есть это любовь в таком чистом виде, любовь мужчины и женщины, в общем, такая, про которую в книжках пишут и в песнях поют. Судя по тому, что здесь есть двойка, чувства, отношений будут вполне себе взаимными, какими-то довольно-таки равновесными. Здесь, наверное, нет каких-то, ну, знаете, кармических карт или карт про судьбу. То есть я не стану сразу утверждать, что ваша следующая любовь, ваши следующие отношения будут вашей судьбой, да, вашей кармой будут главными или лучшими, или основными в вашей жизни. Пока я вижу вот именно большую глубокую симпатию. И, в общем, это хорошие карты. С этого любые отношения должны начинаться. С того, чтобы люди друг другу понравились внешне и вызывали один у другого такой вот понятный физический интерес. Ну, то есть хороший старт для любовной истории. Мы здесь видим хорошие мотивы у обоих, такие очень простые, очень понятные. Портрет и отношения человека, вот мужчина, которого вы встретите. Портрет и отношение его к вам. Повезло, император вам выпадает. Но так считается в теории Таро, что император всегда описывает мужчину очень хорошего, завидный жених, самостоятельный, состоятельный, берет на себя ответственность, в общем, обладает все теми чертами, которые мы объединяем словом мужественность. А скорее всего, это, ну, довольно взрослый человек и с должностью, с положением, с деньгами, возможно. То есть портрет есть, это очень хорошо, это помогает вам ориентироваться, кого же вам ждать. Я думаю, что это всегда довольно важно. Относиться к вам будет очень-очень хорошо. Вот знаете, идеально, мне кажется, это то, о чем каждая девушка должна мечтать. Здесь есть тройка кубков. Тройка кубков – это просто такая добродетельная карта добра, карта добра. То есть этот человек будет к вам добр, где надо пожалеет, где надо поможет,
Это, конечно, карта и про любовь тоже. Однако здесь любовь не только как страсть идет, но и как понимание, как сострадание где-то, готовность вас спасать. То есть немножко и по-дружески будет к вам этот человек относиться. А самое главное, здесь есть старший аркан. Смотрите, 2 старших аркана в его картах. То есть для него встреча с вами не будет проходной и случайной. Для него это будет очень-очень важно. И он сам захочет быть, самое главное, самым главным, единственным, лучшим мужчиной в вашей жизни. Ну и Солнце. Относиться к вам будет понятно. То есть этот человек, который сам не заблуждается и от вас не скрывает свои чувства, он будет счастлив вас встретить, будет очень честно с вами разговаривать и очень честно поступать. По-моему, прекрасная карта, вот лучше не придумаешь. Да, но мы должны и какие-то препятствия между вами рассмотреть, увидеть. Я вижу, что в будущем там что-то такое есть. Вот. Препятствия между вами. Единственное такое заметное, серьезное препятствие, это, наверное, дорога будет от вас. То есть этому человеку нужно будет куда-то уехать. А может быть, вы изначально далеко друг от друга находитесь. То есть между вами дорога не к вашей любовной истории. Это не имеет отношения, это скорее связано с работой, учебой, с документами, с какими-то родственными, может быть, семейными делами. То есть, возможно, этот человек, мы его увидели, что он император, что это человек с долгом. Вот у него много дел. Дела очень ответственные. Вот долг его куда-то зовет. Это могут быть как минимум командировки. Он будет уезжать, например, по делам в командировке, вы будете как-то расставаться. А больше никаких заметных препятствий я здесь не вижу. Любовь, пара, один старается ради другого, хотя, скорее всего, это очень взаимно. Ну, да. Еще, знаете, этот человек будет вынужден вас покидать, уезжать куда-то. Или, ну, знаете, условно говоря, уезжать, уходить в себя, да, уходить в работу, например, или в бизнес, как это бывает у мужчин, чтобы не подводить второго человека какого-то, то есть партнера, напарника по работе, там, партнеров по бизнесу и так далее. То есть это долг перед другими людьми, не перед вами, но долг какой-то очень честный, необходимый. То есть это не испортит ваши отношения, я бы сказала так, хотя вам придется расставаться. И вот здесь вот карты, которые описывают ваше будущее или к чему приведет эта любовная история. Вот здесь вот карты тоже говорят, что это очень хорошая дорога к браку. Здесь 2 фигурные карты масти Пентаклей. Они так или иначе описывают семейных людей, семейную жизнь, семейные обязательства. Королева Пентаклей – это такая женщина, хозяйка, хранительница домашнего очага. Она женщинам, эта карта обещает возможность вместе жить одним домом под одной крышей с мужчиной и роль жены обещает. Ну, то есть в любом смысле, в каком вы. Вот, это все понимаете. И испугающего здесь только башня вам на будущее. Видите, а башня – это очень объективные препятствия, против которых, в общем, сложно бороться. Но, опять же, они не портят сами отношения. Башня скорее заставляет вас, это еще раз снова карты говорят, башня заставляет вас по каким-то причинам разлучаться, потому что одному из вас надо покидать дом. Надо покидать дом, ну, чтобы зарабатывать деньги, куда-то ехать, в командировки, переезжать, может быть, бизнес в новой стране, в новом городе где-то открывать. Советы для вас будут. Советы понятны. Во-первых, он не только император, этот мужчина, который вам встретится, но он еще и иерофант. А это значит, что он с большой совестью, с большой душой. Карты советуют вам, этому человеку, очень сильно верить. Вот прям довериться, знаете, положиться как на духовного отца, на какого-то старшего, очень мудрого учителя. Карты советуют вам здесь шут, видите, с головой и
не оглядываясь, окунуться в эти отношения. То есть не нужно бояться, если даже вам покажется, что вы рискуете, то нет, вы ничем не рискуете. Ну, в общем, смело можете терять голову. Это будет такой мужчина, от которого можно голову потерять. Ну, то есть это оправдано как-то, не напрасно. Вот. А десятка жезлов рекомендует вам при этом вот ко всему происходящему относиться максимально серьезно. То есть вам нужно вот этот шанс на такую большую, хорошую, достойную любовь оценить, и, возможно, даже вам как-то придется постараться, но опять же, не стараться там нравиться или что-то, а здесь речь идет десятка жезлов, деловая карта, то есть речь идет о каких-то таких очень объективных деловых преодолениях, то есть вам нужно будет постараться поработать, опять же, чтобы было меньше разлук, какие-то ваши усилия нужны, но я уверена, что вы справитесь. И я вам обещала ответить здесь на вопрос «когда?». Карты по-разному могут на этот вопрос отвечать. Посмотрим, когда вам ждать эту самую новую любовь. Так, девятка мечей вам выпадает, да? Девятка мечей, это у нас получается, ну давайте еще какую-нибудь поясняющую, наверное, карту достанем. Так недостаточно, наверное. Хотя я предполагаю, что это будет лето. Девятка мечей, получается. Это будет начало июня, наверное. Так, да. Так, и семерка пентаклей. Ну, смотрите, вот почти что в один голос карты вам отвечают на вопрос «когда?». Дело в том, что карта имеет календарные соответствия, и вот семерка пентаклей – это у нас, в принципе, середина мая, да? А вот девятка мечей, если я не ошибаюсь, это начало июня. Но, в принципе, разброс небольшой, да? От середины мая до середины июня. Мы предполагаем, поскольку мы не загадывали картам иное, предполагаем, что этого года ждите. Следующее гадание будет для всех, кто выбрал второй вариант. И для вас прекрасные карты Таро Мухи. Вот такие вот. Настройтесь на лучшее. Мы спрашиваем карты, какая новая любовь вас ждет, и, надеюсь, в самом скором времени. Об этом мы спросим карты отдельно, когда это счастливое событие случится в вашей жизни. Итак, новая любовь для вас. Посмотрим, что здесь вас ожидает. Портрет мы запрашиваем, конечно, портрет нового мужчины мы запрашиваем, конечно, у карт. Мы ждем откровений, сообщений на тему, какая картина ваших отношений, какая она будет. Безусловно, советы для вас, будущее. То есть мы отвечаем на вопрос, куда заведут вас эти отношения. Итак, что мы видим здесь? Начало какое-то беспокойное. Знаете, здесь есть большое желание. Вот этот туз мечей говорит о том, что вот отношения начнутся, потому что начнется очень большая страсть, очень большое желание у одного человека. Ну, предположительно, это новый мужчина, которого вам предстоит встретить. Это и эгоизм, это и своеволие, это и умение настоять. То есть этот человек будет настойчивый, будет очень рьяно добиваться вашего внимания. И, в общем, от судьбы не уйдешь, или скорее вот от чужой воли, наверное, не уйдешь. Вам предстоит встретить какого-то волевого человека, который знает, чего хочет от любви, чего хочет в личной жизни,
и точно выбрал вас. Это и хорошо, с одной стороны, наверное, многие девушки именно этого ждут, чтобы мужчина не сомневался, а здесь он абсолютно не сомневается в отношениях, не сомневается, что хочет быть с вами, что хочет быть именно с вами, что немаловажно. Рядом пятерка мечей. И вообще это масть мечей. Масть, конечно, воздушная, эмоциональная, конфликтная и очень беспокойная. То есть мечтали вы о таком? Мужчина настойчивый, но при этом ревнивый, при этом может вас критиковать, предъявлять претензии, иногда лишние, как вам покажется. И в основе отношений все-таки какая-то, ну знаете, спорность или конфликтность есть. То есть это не будет спокойная история, в которой мило партнеры друг другу доверяют. Здесь много действительно ревности, соперничества, какой-то конкурентной борьбы. Посмотрим дальше карты, как вы с этим справитесь. Кому-то нравятся такие истории, кому-то не очень. Это здесь тоже нужно смотреть на гороскоп рождения. Кому-то это подходит по звездам, кому-то категорически нет. Итак, портрет. Конкретного портрета здесь нет. Конкретной фигурной карты, которая опишет вашего нового мужчину, я тут не вижу. Мы можем только какие-то черты характера его увидеть и то, как он будет относиться к вам, и то, какие его цели в личной жизни. Но это, пожалуй, главное, важнее, чем портрет. Семерка жезлов. Еще раз, ревнивый будет человек. Такой, знаете, соревновательный, конкурирующий, который, может быть, и к вам-то подойдет отчасти, потому что захочет опередить соперников, отбить вас у кого-то, переключить ваше внимание на себя с какого-то мужчины. Это особенно актуально, я думаю, если вы заняты, если вы сами не до конца свободны сейчас, например. Мужчина, который готов побороться за отношения, ну и вообще, в принципе, естественно, готов бороться в этой жизни самостоятельный, яркий, смелый. Немножко он считает себя лучше всех, но для мужчин это не вредно, неплохо. И десятка кубков выдает его серьезное намерение, настрой на семью. То есть он действительно захочет с вами общий дом, захочет вас окружить. Это карта изобилия. То есть мужчина в вашу жизнь очень осознанно, с большим желанием несет изобилие. Приходит, чтобы ее украсить, может осыпать вас подарками. Подарками в разных видах. Да, это могут быть подарки разного уровня сложности, материальные, нематериальные, там уж как получится. Но он именно щедрый, скорее всего, очень любит внимание к себе, любит произвести впечатление, в том числе на вас с удовольствием будет производить впечатление. То есть это такой тип мужчины завидный, обращающий на себя внимание. Ну, конечно, десятка кубков – это карта любви. Мы здесь даже это не обсуждаем, не комментируем. Мужчина будет сильно влюблен, с большой страстью. Самое главное, что он это будет, скорее всего, показывать. Но что-то же должно вас и разводить, что-то вам должно мешать. Есть позиция у меня в раскладе. Это примерные препятствия. Что может вам помешать? Дороги разлуки вам выпадают. Дорога, разлука. Причем дорога его и по какому-то очень официальному, объективному, гарантированному, так можно сказать, поводу. Карты говорят, что единственное, что может помешать вот такому благополучному течению вашей любовной истории, это, опять же, решение этого мужчины. Вероятно, очень упрямый, очень своевольный, по-своему мужественный, наверное, человек вас ждет. Так много он хочет от жизни, так ценит себя, так много в эту свою жизнь вкладывается, в свои дела. Это мужественный портрет, это хорошо. Я не вижу здесь мягкости, уступчивости и податливости. Может быть, это и не нужно, действительно. То есть единственное, что вас может по-настоящему разлучать и портить отношения, это его решение о дорогах. Тут он принимает сам решение о том, что что-то должно в жизни меняться. Причем шестерка мечей – это, как правило, дороги дальние. То есть он может куда-то
уезжать по делам работы, профессии, бизнеса. И тут, ну, ничего не поделаешь, знаете, его воля. Вот он принимает решение, и это могут быть действительно разлуки для вас. Но есть и хорошие новости. По крайней мере, я не вижу здесь других людей, каких-то злодеев, недоброжелателей, которые, например, могут вмешаться там. Хотя вот по поводу злодеев и недоброжелателей, все-таки, поскольку у нас появляются карты про ревность, соперничество и конкуренцию, вы должны быть к этому готовы. Вообще, как правило, у таких вот ярких мужчин, которого, да, вам описывают карты, есть какие-то любовные истории в прошлом, и это может вас тоже как-то смущать и заставлять вас включаться в какую-то конкурентную борьбу и так далее. И теперь будущее. К чему приведут ваши отношения? Ну вот опять, видите, здесь он король мечей. Здесь портрет мужчины, туз мечей, то есть это описание вот его желания. Здесь семерка, шестерка, император, то есть все о нем. Представьте, вот мы делаем расклад для вас двоих, а здесь все о нем, вот все, как он захочет. Вам остается только соглашаться. И по его желанию, по его велению, практически единолично и единогласно, он примет решение быть с вами в паре. Это влюбленный, шестой аркан здесь выпадает. То есть, ну, в общем, он выбирает вас, чего бы это для вас не значило. Такие карты обозначают, конечно, и брак, опять же, по настоянию, по выбору мужчины, потому что ваших карт как будто бы нету, вам приходится только соглашаться, ну, почему бы и нет. Вот. Это и брак, это и просто могут быть длительные, серьезные, какие-то надежные отношения. Ну, в общем, история, когда двое оказываются в паре. Далее, советы для вас. А советы для вас два благополучных старших аркана. Все хорошо, несмотря на то, что мы здесь увидели много карт вот этой вот масти мечей. Вам карты советуют принять эту ситуацию и полюбить этого человека. Ну что ж, похоже, что вам от него никуда не деться. Очень он будет вас добиваться. И настройтесь на долгий путь, на долгие отношения с этим человеком. От вас потребуется, ну, в каком-то смысле и терпение, и все ваши добродетели, мудрость, доброта, там, понимание какое-то. Карта сила здесь и есть. Карта сила никогда не советует действовать резко или идти где-то напролом. То есть, да, безусловно, карты вам советуют подстраиваться под желание этого человека, но, судя по всему, герой достойный, поэтому почему бы и не подстроиться. Если вы захотите как-то менять его мнение, то действуйте мягко. Но в любом случае это очень изобильные, очень женские карты. То есть такое женское счастье вас ждет. В общем, нужно согласиться и принять. Такая вот история, мне кажется, что она очень оригинальна. А теперь то, что я вам обещала, самый, наверное, такой важный вопрос, когда. Когда? Попробуем. Карты Таро очень по-разному описывают время. Ну, попробуем ответить на этот вопрос. Получится или не получится, это не всегда получается. Я сразу вас предупреждаю. Так. Судя по всему, это лето. Так, ну надо вторую карту достать, потому что так непонятно. Это лето, это может быть, я думаю, конец июля. Конец июля и... Если буквально, знаете, рассматривать вот календарные соответствия карт, которые вам выпадают, получается, что эта новая любовь ждет вас, подстерегает вас, да, в конце июля, примерно последняя декада июля, наверное.
Это пятерка, да, ну конечно. И это будет суббота. Вот эта вот жрица, у нее такое календарное временное соответствие в субботу. Поэтому будьте внимательны, будьте внимательны в конце июля по субботам. Но на самом деле мы не спрашиваем карты, в каком году это случится, то есть какой это июль и какая это суббота. Но по умолчанию мы предполагаем, что это в этом году, конечно. Спасибо. И теперь гадание, предсказание карт для всех, кто выбрал третий вариант. Мы просим предсказания, сообщения от карт для вас про вашу новую любовь. Какие вас ждут чувства, какой вас ждет человек. Возможно, мы даже увидим здесь, встретим портрет. А здесь будут советы для вас, возможно, препятствия в любви. Но самое главное, мы попробуем ответить на вопрос, когда же это счастливое событие вас ждет, вас подстерегает в этой жизни. Итак, такой вот расклад. Настройтесь на лучшее. Думайте о хорошем. Пусть у вас только радостные, позитивные мысли будут в этот момент. В момент гадания. Итак, может быть немного сложноватые, могут быть, да, трактовки, потому что карты, видите, такие сложные, они прямые, перевернутые здесь есть. Мы будем где-то учитывать перевернутое положение карт. Где-то, наверное, обойдемся мы и без этого. Карты очень крупные и серьезные вам выпадают. Император и туз жезлов. Обе эти карты, как вы понимаете, это портрет мужчины. Император – достойный, самостоятельный, состоятельный, взрослый, разумный, с положением человек. Это такой, знаете, идеальный жених, о котором все женщины только мечтают, потому что он и деловой, и для брака, для создания семьи подходит. А туз жезлов – это вообще карта, самая главная карта мужской силы в колоде Таро. И что в сумме это нам дает для вас знакомство и отношения с очень настойчивым мужчиной. Очень такой человек знает, что хочет, и очень осознанно входит в вашу жизнь. Хорошо, что появился здесь портрет. Можно представить более или менее. Можно сказать, что император конечно, редко бывает юным, как правило, это все-таки человек, достигший, поскольку положение, достигший какого-то возраста. Это человек, возможно, должность занимает или при деньгах. Но самое главное, что ваша любовь, ваше партнерство, ваша любовная история начинается именно с его страстного желания. То есть это такой мужчина, который может быть очень уверенным, настойчивым, которому трудно отказать. Но мы все-таки карты вытащили перевернутыми, поэтому кое о чем колода вас предупреждает. Да, человек очень уверенный в себе вас ждет. Очень. И очень уверенный в своих чувствах к вам. С одной стороны, это хорошо, потому что он их показывает. Не нужно догадываться, не нужно там искать и сомневаться. Он будет очень откровенно с вами говорить и демонстрировать какие-то свои чувства. Но карты перевернулись, а это значит, что может быть слишком откровенно. Может быть, он где-то слишком эгоистичный, слишком настойчивый, слишком мало слушает ваше мнение, больше обращает внимание на себя, на свои желания. Тут опять же сами смотрите, кому-то это подходит, такое партнерство вот с таким уверенным человеком, кто-то более хочет, чтобы это было как-то более, не знаю, свободно и по-партнерски. Вот. Этот человек будет к вам относиться. Вот опять карты, к сожалению, перевернулись, но это полностью напрочь не лишает их первоначального смысла. Человек будет к вам очень серьезно относиться. Король жезлов, смотрите, как вам повезло. Снова портрет. Король жезлов – огненный мужчина, часто буквально огненный, то есть принадлежит огненной масти, огненной стихии, овен, лев или стрелец. Мужчины огненной масти всех привлекают, как будто бы они всем нравятся и все о них мечтают. Он действительно очень деятельный, очень яркая личность.
скорый, не ленивый, скорее всего, делом каким-то занят, в руках то есть дело или бизнес, которому он много времени отдает, то есть деловой мужчина. Вот на этом остановимся. И у него будут к вам долгие чувства. Вот эта карта умеренность в первую очередь говорит про долгое время. То есть вот, несмотря на то, что он сам такой огненный, он не на 3 дня появится в вашей жизни. Вот у него возникнет к вам страсть, а тут именно страстная ведь карта выпадает. И эта страсть довольно долго продлится. К вам будет относиться хорошо, благородно, терпеливо, как ни странно. Карты выпали перевернуты, поэтому немножко обратим на это внимание, но совсем немножко. Видите, все что вышесказанное, перевернутые карты немножко, ну, как бы гипертрофируют. То есть я сказала, что он деловой, а перевернутый получается слишком деловой для вас. Допустим, чувства у него какие-то терпеливые и долгие к вам, но тут они могут быть слишком терпеливыми до навязчивости. Поэтому мы, видите, довольно оригинальный портрет видим мужчины, да? То есть неплохой, но непростой, однозначно непростой. Препятствия между вами будут или нет, посмотрим. Препятствия, ну, в лучшем случае, наверное, все препятствия для вас будут связаны с его работой, с его деятельностью, с бизнесом, с какими-то его победами и с его деньгами. Не удивляйтесь, так часто бывает, мужчинам нужно зарабатывать деньги, поэтому женщины их, например, редко видят. Опять же, здесь немножко карты поднимают тему такой, знаете, трофейности отношений. То есть, может быть, он захочет вас поменять, видите, сделать вас под стать себе, потому что он-то выпал императором, и вас захочет сделать императрицей. Опять же, кому-то это понравится, кому-то нет. Может быть, вы предпочтете остаться собой. Но такая яркая вас ждет жизнь с этим человеком, знаете, яркая, и она, скорее всего, будет на виду, она будет на показ. Если, например, мужчина занимает какое-то положение, например, должность, вам придется с ним выходить, поддерживать какую-то светскую жизнь, поддерживать контакты, которые приличествуют, соответствуют. Но в целом я не вижу здесь каких-то злодейских происков, не вижу людей, которые вот намеренно будут вас разводить. Следующий наш вопрос к картам. Как далеко зайдут эти отношения или куда они вас приведут? Буквально карты говорят, что вы будете парой, и буквально карты говорят, что у вас будут деньги. Вот так вот все просто. Два младших аркана, поэтому здесь, в общем-то, никаких абстрактных высот нету. Все очень понятно. Двойка кубков, даже по картиночке легко догадаться. Она описывает взаимную любовь. Она говорит, что вы открытой парой будете, то есть эти отношения не придется скрывать, а здесь сокрытого совсем ничего нету, то есть понятно, что тут все честно, все очень на виду. И, скорее всего, такой человек, который вам попадется, хорошо понимает себя и вообще не привык ничего особо в жизни скрывать, не привык ни от кого прятаться, в том числе не привык чувствовать свою любовь, свою прятать. Вот, и карты обещают вам общий дом, карты обещают вам какие-то общие деньги. Но общие деньги, если по-крупному, в большом масштабе, да, это действительно общий дом, общее жилище, общий бюджет, например, семейный. Если мельче смотреть, то это просто пока мы не заглядываем далеко вперед, мы говорим о ближайшем будущем, то есть в течение ближайших месяцев после знакомства, как будут развиваться отношения, они будут благополучные, взаимные, радостные, любовные, открытые и как-то связанные с материальными ценностями. Я думаю, что это ненавязчивый такой намек на подарки, которые вы от этого мужчины получите. И советы для вас. Во-первых, совет очень понятный. Пожалуйста, постарайтесь рассмотреть в этом вашем новом знакомом
вашего будущего мужа. Видите, король Пентаклей. Он должен сразу стать для вас надежным, единственным, конечно. Вы должны ему поверить, должны его держаться. Король Пентаклей, денежный человек, который материальную помощь, если нужно, может оказать. А главное, что это портрет мужа в колоде Таро. То есть от вас зависит, как далеко вы зайдете, потому что мужем он вашим выпадает именно в позиции советы. Собирайтесь-ка вы как можно быстрее замуж за этого человека, не теряйте времени. Он действительно хорош, хотя и своеобразный. Да. И карта сила вам выпадает. Это вообще она очень женская, и она, почти любая ее трактовка всегда звучит как совет для женщины. Действовать очень-очень мягко, никогда не идти напролом. А так по картам выходит, что это точно будет человек, с которым спорить не нужно. Все равно не переспорите. Но зато вы можете очень мягко, соглашаясь с ним, получать желаемое. И, в общем, управлять судьбой вашей любовной истории. Вот такой вот выразительный расклад. По-моему, он очень хороший, он очень цельный и много вам обещает. Ну, а теперь я вам обещала рассказать про время, когда это счастливое событие произойдет в вашей жизни. Но карты Таро не всегда охотно на вопрос о сроках отвечают. Мы попробуем, а уж там получится или не получится. Сами тоже загадайте что-то, попробуйте. Четверка кубков. Это четверка кубков. Насколько я могу помнить, насколько, если я не ошибаюсь, то это лето. Это, наверное, июль, где-то середина июля. Так, этого июля, конечно, мы же смотрим в ближайшее время, мы не загадываем там на 10 лет вперед. Так, а вот восьмерка кубков это уже из другой истории. Восьмерка кубков это конец февраля, по-моему, да, это где-то, это зима, конец зимы. Вот две, практически полярные карты вам выпадают, два практически полярных срока. И вот вы как можете трактовать эти календарные соответствия этих карт очень по-разному. То есть два варианта по срокам карты вам дают. Первый вариант это лето, середина июля, и второй вариант это уже зима, конец зимы. Вот сами смотрите, когда вы готовы, когда ваш жизненный график, это новое знакомство вписывается. И во всех случаях карты что-то хотят вам, вот тем, что карты выпадают обе с календарными соответствиями и называют, в общем-то, разные точки в календаре, этим карты вам что-то хотят сказать. То есть это важные переломные моменты. Например, в середине июля вы можете познакомиться с этим человеком, то есть эта страсть у вас родится, а потом, почти через полгода, да, вы можете, что-то крупное между вами другое произойдет. Например, вы поженитесь или там примете решение быть окончательно вместе.